Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 24 мая 2024 года. Обращаем ваше внимание, сегодня зеркальная дата, и каждого ждут судьбоносные перемены. Здесь все зависит от того, насколько вы готовы выполнять те правила, те инструкции, а также не нарушать определенные запреты для того, чтобы в вашей жизни было изобилие, достаток и благополучие. Обязательно сегодня проведите практику с щепоткой соли. Буквально скажите одни слова и бросьте щеполи соли в окно для того, чтобы убрать любой негатив, убрать любые проблемы, а также все то, что пытаются вам отправить ваши недоброжелатели. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь, у нас много полезной, важной и нужной информации. Также всем хотим поблагодарить за донаты, друзья, нам очень приятно. Итак, сегодня, друзья, 24 мая, и это не просто обычный день в календаре, эта дата имеет особое значение. Во-первых, она является зеркальной датой, а значит, сегодня и день уникально сильной энергии. Как вы знаете, зеркальные даты обладают мощной энергетикой, которая может оказывать значительное влияние на нашу жизнь. И в этот день, 24 мая 2024 года, энергия будет достигать своего пика, и важно уметь правильно ее направить, чтобы избежать негативных последствий и привлечь позитивные изменения. Кроме того, обращаем ваше внимание, вчера, 23 мая, у нас с вами было полнолуние. Полнолуние было достаточно сильное, мощное, да еще и в придачу такое вот денежное, благоприятное для всех нас, поэтому обязательно обратите внимание и проведите вот ту практику, которую мы вам говорим. И обращаем ваше внимание, что энергия сегодняшнего дня будет настолько активна, настолько интенсивна, для кого-то даже агрессивна, что будет требовать особого внимания и силы для ее корректного направления. И если эту мощную энергию оставить без внимания или использовать неправильно, это может привести к хаосу в вашей жизни и угнетению всех сфер жизни. Поэтому очень важно, чтобы вы сегодня правильно управляли этой энергией, и вы тогда действительно сможете добиться значительных благоприятных изменений в жизни. Энергия этого дня должна быть направлена на исполнение ваших желаний, на реализацию ваших планов, на достижение ваших целей. Но важно помнить о том, что если вы неправильно используете эту энергию, то она внесет негатив в вашу жизнь, вызывая те или иные проблемы и трудности. Поэтому постарайтесь воспользоваться всеми преимуществами этого дня. Ну а чтобы максимально использовать энергию зеркальной даты 24 мая 2024 года для позитивных изменений в вашей жизни, нужно знать, чего в этот день не стоит делать. И первое правило этого дня: ни в коем случае не передавайте из рук в руки деньги, соль и сахар. Ни в коем случае, потому что это вы таким образом передаете все благополучие в другие руки. Обращаем еще раз внимание, что энергетика этого дня достаточно сильная, и нам нужно сегодня правильно все делать. Поэтому, если у вас сегодня кто-то просит деньги, или вы с кем-то рассчитываетесь, неважно, за товары, услуги, отдаете долги, ни в коем случае не передавайте деньги из рук в руки. Для этого у нас есть с вами стол, у нас с вами есть бумага. Если у вас под рукой ничего нет, или возьмите даже свою сумку, но ни в коем случае не передавайте из рук в руки. Кроме того, старайтесь сегодня в зеркале ничего не отображать или вообще на любой другой глянцевой поверхности, потому что именно сегодня такие предметы, как зеркала, любые отражающие поверхности, окна будут удваивать или еще хуже искажать энергию, превращая ее, к сожалению, в негатив. Если вы все видите, мыслите, злитесь, чем-то становитесь недовольны, и, соответственно, это все приходит в негатив, и это приводит к финансовым потерям или проблемам уже с денежными потоками. И второе правило этого дня, на что вам стоит обратить внимание,
Ни в коем случае нельзя о себе думать плохо. Даже если у вас сегодня что-то не получилось, знаете, это знак, что вам нужно остановиться, возможно, подумать, поразмыслить и двигаться дальше. Но только все должно быть в позитивном ключе. Также не думайте о себе плохо, глядя в то же зеркало, потому что именно зеркала, любые зеркальные поверхности сегодня будут обладать особой способностью усиливать наши мысли и эмоции. Поэтому в любом случае избегайте сегодня любых негативных, деструктивных мыслей. И обращаем ваше внимание, что любые негативные мысли сегодня могут удваиваться и влиять на вашу жизнь. Поэтому старайтесь, насколько это возможно, контролировать свои эмоции и старайтесь мыслить только позитивно. Даже если вас сегодня кто-то обижает, кто-то вас отправляет вам негативные посылы, ни в коем случае не отправляйте негатив обратно, потому что помните о том, что кто его отправляет, тот и это вернет. Также сегодня постарайтесь навести порядок в доме, на своем рабочем месте, если вы работаете, потому что это будет способствовать вашей гармонии и позитивной энергетике. Убедитесь о том, что ваше окружение чистое и упорядоченное. Также старайтесь сегодня делать что-то доброе для других людей. Положительная энергия, которую вы излучаете, обязательно вернется к вам многократно усиленной. Также старайтесь сейчас избегать конфликтных ситуаций и ссор. Позитивная энергия должна оставаться непрерывной и чистой. Также в этот день, 24 мая, старайтесь практиковать благодарность. Как вариант, напишите список вещей, за которые вы благодарны, и, конечно же, прочитайте это все вслух. Это поможет усилить положительную энергию вокруг вас. Что же касательно лунного календаря, обращаем ваше внимание, что сегодня первый день убывающей луны в знаке зодиака Стрелец, и сегодня у нас с вами 16-е лунные сутки. И начало убывающей луны говорит нам о завершении, о подведении итогов и освобождении от всего ненужного. Да, некоторые люди уже начинают чувствовать о том, что энергия луны снижается, и обращаем ваше внимание, с сегодняшнего дня вы можете избавляться от вредных каких-то привычек, от ненужных вещей, завершаете начатые дела. Сегодня не стоит начинать ничего нового. Также обращаем ваше внимание, что Стрелец – это знак огня, а управляемая планета Юпитер – это планета роста и расширения. И Луна в знаке зодиака Стрелец приносит оптимизм, энтузиазм и стремление, конечно же, к новым знаниям, приключениям. Поэтому сегодня многие люди будут ощущать потребность в свободе, в независимости и стремиться к духовному развитию. Кроме того, сегодня усиливается желание общаться, обмениваться идеями и учиться всему новому. Также сегодня хороший день для обучения, для проведения лекций, семинаров, начала путешествий. Также сегодня люди будут ощущать прилив энергии и стремиться к каким-то новым достижениям и к поиску смыслов. Поэтому очень важно, чтобы вы направили эту энергию в конструктивное русло, избегая пустых разговоров и незначительных дел. Далее, друзья, лунный календарь здоровья. На что сегодня стоит обратить внимание? Это на то, что сегодня прекрасный день для очищающих процедур, диета, разгрузочная какая-то диета, прием травяных чаев и соков. Это вот то, что нашему телу сегодня будет очень нравиться. Что же касательно ухода за кожей, то сегодня пилинги, маски и другие процедуры по уходу за кожей будут более эффективны. Так же, как мы уже говорили ранее, сегодня хороший день для отказа от курения, от алкоголя и других вредных привычек. Но в то же время избегайте чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Также обращаем ваше внимание, что убывающих, хоть и не только начало убывающей луны в знаке зодиака Стрелец, но он придает этому дню динамичную и активную энергию. Луна в Стрельце стимулирует желание к движению, к активному образу жизни и к приключениям. Также сегодня благоприятный день для занятий спортом и активного отдыха. Что же, друзья, касательно лунного календаря денег, то обращаем ваше внимание, что сегодня все-таки этот день символизирует завершение и избавление от всего ненужного. Поэтому сегодня день прекрасен для того, чтобы подводить итоги, делать анализ проделанной работы, готовиться к новому лунному циклу.
В финансовом плане убывающая сегодня Луна будет именно благоприятна для подведения итогов, для анализа финансового состояния и пересмотра, конечно же, бюджета. Также сегодня удачный день для выплаты долгов и расчетов. Сегодня очень хорошо продавать или отдавать ненужные вещи, которые могут принести вам деньги. И что немаловажно, таким образом вы освободите пространство для нового. Также старайтесь избегать больших трат и каких-либо непредвиденных расходов. Кроме того, сегодня Луна в знаке зодиака Стрелец усиливает желание к экспансии, к рискованным проектам и новым финансовым возможностям. Поэтому влияние данного знака зодиака делает людей более оптимистичными, авантюрными и склонными к финансовым рискам. Кроме того, сегодняшний день – это день для поиска новых возможностей для расширения бизнеса и, что немаловажно, инвестирования в свое образование. Также сегодня люди будут склонны к щедрости и благотворительности. Это хорошее время для пожертвований и помощи другим. Поэтому сегодня очень важно контролировать свои импульсы и избегать необдуманных финансовых решений. Обращаем на это ваше особое внимание. Также, если у вас есть какие-то долги, постарайтесь их выплатить или хотя бы часть из них. Это поможет вам освободить энергию уже для новых финансовых возможностей. И обращаем ваше внимание, что сегодня в этот день лучше воздержаться от каких-либо крупных покупок и финансовых авантюр. Будьте и осторожны сегодня с инвестициями. Даже если вам сегодня приходят люди, рассказывают вам, как все прекрасно, как все чудесно, то обращаем ваше внимание, вы должны в первую очередь включить свое мышление, критическое мышление и начать поразмыслить, для чего это вам, к чему это может привести и так далее, и так далее. Многие люди игнорируют, а потом просто-навсего даже, возможно, иногда не знают, что им делать и к чему идти. Поэтому сегодня очень важно, чтобы вы вот именно на это обращали свое особое внимание. Что же касательно, друзья, карты дня, то карта дня этого дня, 24 мая, это умеренность. Это карта нам говорит о том, что сегодня в какой-то степени будут смешанные эмоции, у людей может быть сегодня включаться очень сильная интуиция, и вот знаете, может мешаться прошлое с будущим, с настоящим, поэтому сегодня нужно стараться видеть во всем только позитив, только гармонию. И вообще эта карта вот указывает, карта умеренности, на необходимость поддержания баланса между различными аспектами жизни. Это время для нахождения золотой середины, и стоит сегодня избегать любых крайностей. Также сегодня время для самоанализа и внутреннего покоя. Именно карта умеренность дает нам право оценить свои действия, свои мысли, а также найти внутри гармонию внутри себя. Также обращаем ваше внимание, сегодня очень важно каждому человеку проявлять терпение и умеренность в своих действиях. Поспешность и импульсивность могут привести к нежелательным результатам. Обращаем на это ваше особое внимание. Что же касательно, друзья, советов от Архангела Михаила, то Архангел Михаил призывает нас использовать этот день для достижения внутреннего покоя и подготовки к новым начинаниям. И Архангел Михаил напоминает нам, что страхи и сомнения могут быть серьезным препятствием на пути к вашим целям. В этот день постарайтесь избавиться от негативных мыслей и эмоций, поэтому молитва, аффирмации помогут вам очистить ум и наполнить его светлыми мыслями. Также обращаем ваше внимание, что Архангел Михаил напоминает сегодня и о важности защиты своих личных границ. Не позволяйте другим людям нарушать ваше пространство и влиять на ваши решения. Постарайтесь сегодня установить четкие границы и, конечно же, придерживайтесь их.
Кроме того, обращаем ваше внимание, что сегодня очень хорошо проговаривать следующие слова. Я защищена и уверена в своих силах. Я способна преодолеть любые трудности и достичь своих целей. Прямо сейчас в комментариях напишите эти слова еще раз. Я защищена и уверена в своих силах. Я способна преодолеть любые трудности и достичь своих целей. Говоря эти слова, прописывая их, проговаривая, вы таким образом просите в первую очередь помощи у Архангела Михаила. Он обязательно придет к вам на помощь, поможет. Но ваша задача еще понимать, в чем он должен вам помочь, потому что часто люди не могут выразить свои мысли, и это, конечно же, приводит к тому, что и высшие силы не понимают, как, что, в чем у вас проблема, то есть не понимают вашей ситуации. И, друзья, сегодня практика, которая поможет вам очистить ваше пространство от негатива и привлечь положительную энергию. Поэтому сегодня, в любое время, когда вам будет удобно, или когда вы будете чувствовать, что вам что-то нехорошо, что-то вас будет раздражать, в таком случае возьмите буквально щепоточку соли, подойдите к окну и, держа щепотку соли в руке, скажите: соль белая, чистая, святая, забери весь негатив из моего дома. Пусть уходит прочь зло и тревога, пусть приходит свет и благодать, да будет так. И после этого бросьте эту соль в окно и обязательно закройте форточку, хотя бы на полчаса. Потом, если вам нужно, откройте ее, это очень важно. Вот такая, друзья, практика, которую мы рекомендуем вам провести в этот день. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, а в комментариях обязательно просите Архангела Михаила о помощи и поддержке. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам благ. Услышимся в следующем видео.